Всем привет, с вами я, Ваня, и сегодня я вам покажу всю коллекцию своих корабликов оригами. Сейчас я начну пока что с самого большого. Этот кораблик называется Титаник. Он такой большой. Я вам расскажу историю. Он был самым большим Титаником на планете. Но потом его забросило в шторм, и он улетел далеко-далеко. Офисный. Этот корабль работал в офисе, но из-за того, что произошел шторм, его тоже выкинуло. А теперь, пожалуй, пойдем к тяжелой теме. Два математических. Они были двумя братьями, но из-за того, что они хотели прокатиться друг на друга, то их тоже занесло штормом. Русский корабль. Этот корабль был учителем русского языка, но из-за шторма поранилось 10 людей, 5 человек умерло, и только один корабль, он выжил, и его забросило далеко-далеко. А теперь поговорим про царя. Царь черных морей и океанов. Он был царем, но его забросило, и он на этой планете стал царем. Так, следующее. Министр. Он был министр царя, о котором мы уже говорили. Но из-за того, что был шторм, их забросили, и теперь подойдем к тяжелой. Будем говорить теперь про других. Подростки. У меня их 5 штук. Но 4 из них обычные подростки. Ретро-кораблик. Это тоже подросток. А теперь про саму. Кстати, мы забыли про будущего подростка. Он учится в 6 классе, но его отправят на шторм. Школьник. Это обычный школьник. Математик. Ну и теперь самый тяжелый. Дошкольники. Они учатся в садике. Вот так вот. Видите, все мои маленькие кораблики. Ну а теперь начнется самая бомба. Я вам покажу самые маленькие кораблики на планете. Вот они. Это младенцы. Их у меня 4 штуки. И, кстати, факт. Самый маленький из них шириной 2 сантиметра. А высотой полсантиметра. Самый большой из младенцев — это он. Его ширина составляет 2,5 сантиметра. А ширина чуть-чуть меньше. Ну а это был обзор на мои кораблики. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал с колокольчиком. Ну а с вами был я, Ваня. Всем пока!